suck dick. You tryna take a selfie till I'm punching your duck lips. Now what the fuck is healthy when I stay on the drug tip? Stop scared, I'm the one that run this. Speed it up a little for the tongue twist. You are never touching me, I bet a couple hundred that you nothing raw. And now it's time to go to war, so let me blow the trumpet. Ну, на самом деле, Snipe Factory Самотуса очень давно существует, да, то есть более, наверное, 10 лет. Да, короче, в 2011 году мы решили что-то сделать и собрали команду из друзей. Тусовка диджеев, танцоров и экстремалов, дураков. Впоследствии эта команда росла. То есть в эту тусу входили новые люди, да? И шло все к тому, что у нас появился, скажем так, некий продукт. А продукт, в котором могут принимать участие все, вообще все из нашей команды. И этим продуктом оказались, точнее, мероприятия, которые мы делаем. When I busted my first rap, the whole planet shifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. The whole planet shifted. Busted my when I busted my first rap. Для начала я хочу вас всех поприветствовать. Меня зовут Коля Грей. Я тот, кто ответственный за СМИ на цунами-пикнике. Это я отправлял вам письма, аккредитовывал и мучился с вами. По плану никогда не бывает. Есть план на лучшее, но все всегда готовятся как бы с спартанскими условиями все делать. Первый пикник, наверное, прошел круче всех. Это прыжок в омут. Да. Просто ты прыгаешь, ты хуй знает куда. Просто ты не понимаешь, что будет. Мы были всем. Мы были тем, кто со всеми договаривается, грузчиками, монтажниками, диджеями, ведущими. Все, короче, вот своей тусовкой. Все сами, грубо говоря, принесли, поставили, провели и потом еще сами увезли. У нас 15 минут до начала мероприятия, мы смотрим вокруг, на площадке нет ни одной машины. Я думаю, что на этом мы и закончим, больше у нас мероприятия этого не будет. Вот не сложилось, все, будем делать что-то другое. Я поднимаю голову и вижу дохуя людей. Тут стало понятно, что все, что будет движняк, погода хорошая, огромное количество людей. Ну, для нас на тот момент все, короче, было круто. Коня можно привязать. Я не знаю, где здесь коня можно привязать. Сеня! Ну, вот эти машины выгрузи здесь, блядь, и стоят здесь дальше. Нахуй они здесь нужны. Так, вот здесь, короче, у нас зона фудкортов будет. Вся вот эта вот масса народу, все пойдут сюда и будут есть. Да главное просто периметр правильно разместить сейчас. Вот начиная, грубо говоря, отсюда будут стрит-чуваки стоять, а там про-пилоты. Печать, точно, вот что я тебе хотел сказать. Печать надо, чтобы здесь была. Вот это парковка. Ты прикалываешься, что ли? Ну у тебя же карта в руках. Если тебе очень надо, мы можем сделать так, чтобы они сейчас отогнали свои машины.
Смотри, как охуенно, а? К какому входу? Они переигрывают вообще что-то. Здравствуйте, здравствуйте. Взаимно. Потом подойдешь ко мне. Это что за указание? Вот эта трибуна на 2 с лишним тысячи мест. А вот здесь будет фура, под которой чуваки будут наваливать. Если говорить про традицию нашу, традиционный шторм перед мероприятием. Уже пытались снимать, но вчера погода была так себе ночью. Здесь прям конкретно все заливало и задувало. Но сегодня вот прекрасная погода. Не помню ни одного пикника, чтобы был дождь. Может, на каком-то был, но он был кратковременный. И у нас даже есть шутка, один из организаторов, если он говорит, что дождя не будет, дождя не будет. Так, на самом деле надо вот этих всех здесь не оставлять. Пикник – это когда вот ты приехал со своим дерьмом и тусуешься, как бы, и делишься, и каждый вот участник. Короче, это про участников, про вот всех, кто наполняет это мероприятие, а не то, что мы создали контент и все на него приезжают. Нет, мы все вместе это делаем. И вот это в обзывательстве мы концентрируем внимание в формате типа пикник. По сути, каждый вот участник, каждый владелец автомобиля – это такой же участник и, ну, условно, в организации мероприятия, скажем так. Конечно, да. То время, которое мы проводим за подготовкой к мероприятию, каждый, кто стоит в экспозоне, каждый, кто стоит в техпарке и собирается дрифтить, каждый из них проделывает точно так же огромную работу. Они с огромным рвением, они там сидят в своих гаражах, сервисах, где угодно. Короче, мы параллельно все въебываем. Конечно, да. Вот поэтому... Мы въебываем под площадку, а они въебывают под свои проекты. I'm just hobnobbing with odd goblins from Vancouver to Providence, mobbing to solve problems. Standing on this hard concrete, but still wobbling. Rocking on this Rob V beat with full confidence. A monster stomping on your smash your brains. Короче, фестивальная вот эта движуха — это некий дедлайн просто, который ты сам себе ставишь, какие-то загоняешь себя в эти рамки. И я ж не зря вам до этого сказал, что есть такая тема, как «Ночь последнего болта». У нас дедлайн 2 дня сейчас, и, если честно, я в это немного не верю. Но чудеса же случаются. Known for my tardiness. Sponsored, I get boxes of Monster, Diamond, and RDS. I'm fucking single now, so tell me where the party is. Hardly anyone from Hollywood, the House of Parliament, would argue with the fact I eat a beat like it was marmalade. Чтобы выехать на цунами в этом году в дрифт, не на выставку, а в прошлом в дрифт. Я вырос, я стал большим мальчиком, теперь хочу дубасить. Мне надо было полностью собрать мотор. Он 4 месяца был раскидан по болтикам, по серваку. То шли запчасти, то одна запчасть не подходила, блядь, один геморрой вообще сплошной, это просто неистово. Вот, надо было собрать мотор, надо было поставить обвес, надо было поставить колеса, подогнать обвес, покрасить машину, тормоза сделать, подвеску настроить. В общем, мы собрали мотор, настроили его, накинули обвес, блядь, криво, косо, просто ужас. Но по правилам корча, если с 3 метров выглядит заебись, круто. Выглядит плохо, отходи еще на 3. Как вы видите, она еще не покрашена. Как вы помните, в прошлом году мы покрасили машину за 2 дня до цунами. И это традиция. И я не собираюсь ее нарушать. Тебе вот сейчас за зоной G-Drive сразу налево. Там, блядь, за красная помойка, нахуй. Может, диски с собой привез? Может быть, сейчас поставить. Или колпаки поставить, нормально. Много вопросов, много потом вони идет, что вот, у меня там типа нализанная тачка, ну, как бы, сам понимаешь, на дворе 21 век. Люди, которые заходили в 17 году, там, грубо говоря, на статике, на обычных дисках, там, с полочкой, и вот, типа, у меня проект, такой уже, ну, не работает. То есть это работает, если у тебя супер редкая тачка, допустим, там, какой-нибудь Ягуар 60-х, там, 70-х, он, допустим, на подвесочке и на аккуратных колесах. Да, это круто. Потому что ты не пойдешь, не купишь в магазин и как бы не приедешь на этом. Я согласен, что как бы люди вкладывают деньги, да, там они потеют, страдают, работают. Да, это тяжело с любой тачкой, это геморрой. Неважно, там новая, старая, свежая, любую херню найти, это тяжело.
Ну вот, но, бля, оригинальность же должна быть, потому что, ну, смотрим на 17-й год, и тачки приезжают такие же в этом году, ну, неинтересно просто становится. Хочется выйти на уровень какой-то прям, ну, супер жирных тачек. А это тяжело, потому что, ну, реально мало машин, которые серьезные и достойные. Мы в этом году сделали порядка 8 или 9 машин расклеили. На фотках будет заметно. Это, для меня это просто личный рекорд какой-то. Я успел сделать все, потому что изменений по машине было не очень много, и начали мы, благодаря моему опыту, там намного заранее, отрисовали ливрею, подготовили диски и так далее. Все супер, и к пикнику машина выглядит именно так, как я задумал. У меня есть люди, которые, грубо говоря, кинули заявки месяц назад, голые тачки, просто разобранные. Они говорят: чувак, типа, мы приедем, мы будем, типа, нализанные, аккуратные, но фотки у меня будут чуть ли там не под самое мероприятие. Но вот как бы такие ребята, блин, их не откажешь, они реально строят под мероприятие тачку, да, и как бы существуют определенные правила. То есть определенный регламент, что тачка должна быть нализана, да, там какая-то необычная, полностью укомплектована, там на нормальных колесах, ну, вообще, как мы это обычно видим. Стенсеры. У человека должна быть вот эта его часть, которая принадлежит только лишь ему. Как вот у мужичков есть свои гаражи, где они, да, там кайфуют. Ну, вот гараж — это просто такая, да, у нас, ну, вот это мой гараж, да. И для большинства людей, которые здесь привезли свои автомобили, да, для них это такой маленький свой гараж. Не исключено, что там через некоторое количество лет там мы, там я или там кто-то еще там забросим всю эту историю. Есть примеры, когда ребята уходили, там, грубо говоря, от строительства автомобилей, но они оставались в тусовке, потому что им это близко. Я также строил тачки, у меня там были стенсухи, не стенсухи, все продано, слава богу, забыли, проехали. Ну, вот. Но эта болезнь, она не отпускает. То есть даже если ты берешь какой-то сток, ты не можешь на машину смотреть в стоковом виде. То есть в любом случае ты начинаешь там кейлы, какие-то колесики, там гаечки, там наклеечки, что-то где-то притонировать, притемнить. Это нормальная тема. Ты показываешь результат своей работы, своего видения на более широкую аудиторию, чем там 5 твоих корешей. Вот. Естественно, тебе приятно, когда там какие-нибудь зрители ходят и там дрочат на твой проект. Это, я думаю, что любому будет приятно. Типа, это высшая оценка. Нет, на самом деле, такие мероприятия — это огромная мотивация, во-первых. Не только достраивать свой проект, но и начинать для многих их строить. Ведь, так скажем честно, в России есть мало мест, куда ты можешь приехать и увидеть много классных, интересных, эксклюзивных, быстрых, стильных, каких угодно, разных машин. И каждый здесь может найти что-то для себя, что ему нравится, смотивироваться и начать создавать.
ветер бродит обнаженной. Что? Начинай его без меня, не буди меня, освободи меня. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточие больше нет. Останови музыку, спектакль окончен, спектакль окончен. То, что происходит сегодня, для меня это вообще в какой-то... Еще и поскольку я в это вовлечен, режиссеры, там, помощники, уровень профессионализма и, наверное, количество вложенных денег в это мероприятие, он, конечно, просто поражает. Ну, ребят, где еще в этом году вы найдете такое разнообразие? Это крупнейший фестиваль, который состоялся в этом году не то что в мире, в России, вот. Это реально огромное мероприятие, на мой взгляд, и, наверное, одно из крупнейших не только по северо-западу, а может быть даже и по России. Мне нравится, что он огромный, но при этом остается душевным. Ребята все время сохраняют эту атмосферу домашнюю, при том, что фест разрастается постоянно, он все больше, масштабнее. Не растеряли, а приумножили, благодаря своему опыту, приумножили качество. Больше каких-то движух, постоянно появляются какие-то новые интересные там темы. Сейчас бибоинг появится, какие-то граффити-контесты. Кайф, реально. Тачки все равно остаются, центром внимания. И у них очень кайфово получилось сделать, например, сосуществование абсолютно такой статичной истории, как стенс, и супер динамичной, зрелищной истории, как дрифт. Каждый раз ты думаешь, блин, куда дальше? И вот сейчас я уже вообще не понимаю, как им перепрыгнуть себя на следующий год. Хотя, я думаю, у них это получится. Раньше «Цунами-пикник» это был просто выставка, такой ивент, да, небольшой. То сейчас, помимо самого, собственно, пикника, как выставки и так далее, есть еще этот... Дрифт есть, дрифт-такси есть, багги-такси есть, скейтинг, стандрайдинг. Понатащили кучу всяких разных известных людей сюда, помимо блогеров, которые все равно здесь вечно шныряют. Для нас, для дрифтеров, сейчас большая проблема получить удовольствие от ивента. То есть просто насладиться тем, что происходит, не париться о результатах. Тут ведь прикол в том, что ты прям пропитываешься всем этим. Тебя прет. Атмосфера подобных мероприятий, она затягивает. Все готовы общаться, готовы рассказывать про свои проекты, про то, чем они увлечены. Это как одна большая семья. Куда ты с удовольствием приезжаешь каждый раз. Люди, которые сюда приходят просто посмотреть, да, так скажем, обыватели, просто пришедшие на большой праздник, они очень важны для культуры. Очень много людей, которые вообще, в принципе, с дрифтом не знакомы, и это прикольно. Такие мероприятия обязательно должны быть, потому что вот эта стандартная аудитория, которая ездит на РДС, смотрит, его знает всех и перемещается из города в город, они и так все знают про всех, все читают. А вот новые люди нам, конечно, нужны для того, чтобы знакомиться с серией, знакомиться с этим видом автоспорта. Возникают вопросы, да, откуда, почему.
И мне абсолютно несложно там каждому рассказать. Для меня это тоже какой-то определенный кайф. Именно здесь мы способны донести, кто мы, что мы, для чего мы это делаем. Мы способны впитать их эмоции, их чувства, да, там, радость, ответить им на одинаковые глупые вопросы из года в год. В этом есть кайф просвещения, в этом есть кайф общения, в этом весь вайб вот этого мероприятия, большого, дружного. Это, наверное, единственное событие, где собиралось такое количество людей. Ну, если не сравнивать с дрифтом. То есть все автомобильные выставки не собирают там по 5000 людей на холме, которые просто тусуются и наблюдают за шоу. А шоу реально здесь предпочтение отдаст каждый. Кому что больше нравится, тот там потусуется. Тачки, там скейтуха, еще, ну, скейтбординг, там дрифт, да, то есть люди приходят именно определенного типа. У нас нет такого, знаешь, там, о, нихера, цунами, пикник, пойду-ка я посмотрю, что за дерьмо. То есть в основном, как бы, ну, общая туса, большая семья, и она по всей России, там есть даже люди с Европы, ну, реально прилетают, чтобы посмотреть. Свою я свою сумку охранял, всю свою жизнь я сумку охранял, всю свою жизнь я сумку охранял. Самый идеальный пример – это 2015-2016 год, когда приехало очень много народу, но вот впервые приехало очень много народу, там начиная уже от 7000 человек. Это были все люди из тусовки. Мы не нацелены на то, чтобы собрать здесь какое-то космическое количество народу. Нет цели собирать как можно больше людей. Нам это не надо, если честно. Ну, короче, очень много было народу в этом году, и мы готовы сделать все возможное для того, чтобы аудитория была максимально качественной, всем было комфортно и круто, и пусть это упадет даже там до 10 тысяч, до 5 тысяч, ну, неважно. Главное, чтобы это было круто. Лишь одно в моем кармане беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Каждый из нас. Это же такая проблема, чтобы кто-то взял и что-то организовал для людей, да, бесплатно к тому же. Вот это этим и ценно. Понятное дело, если у нас не было бы зрителей, нахера все это нужно было? Все для людей, да. Событие проходит не так близко к населенному пункту. Это не мешает огромному количеству людей приезжать, тусоваться весь день, несмотря на погоду. Были цунами, когда был жуткий ветер, когда были дожди, и при этом была полная поляна людей, которая стояла, наслаждалась атмосферой и всей движухой, которая тут происходила. Лишь одно в моем кармане беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Людей действительно, по-моему, очень было много, и с каждым разом, опять же, их все становится и больше и больше. Поддержка, конечно, ребята, которые приходят сюда, они приходят сюда целенаправленно, и многие разбираются в дрифте, как раз в стандрайдинге, и всем интересно. Если ты показываешь достойное шоу, конечно, это колоссальная поддержка и очень много эмоций. I'm
I'm on the next level. Yeah, 절대적으로 이겨. 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무리. 광야로 걸어가. 알아 내 hometown. 위협에 맞서서 check it out, check it out, check it out. I'm on the next level. I'm on the next level, next level, next level, 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 next level, next level, I'm on the У нас в стране культуры потребления классического автоспорта не существует. Я так считаю, я отвечу за базар. И в этом плане дрифт как раз то мероприятие, которое все в свое время хейтили и говорили, да что это за херня. Сейчас это мероприятие собирает максимальное количество зрителей и, в принципе, может как раз эту молодежь, которая сейчас ни про какое кольцо, ни про какое ралли, в принципе, слыхать не слыхивала, привести и заинтересовать их другими техническими видами автоспорта. Ну, техническими видами спорта, да, правильно говорить. Поэтому все, что здесь происходит, все эти миксы, они офигенные. Нужно, в принципе, даже мероприятие делать ровно в таком же формате. Ничто не мешает, никакая элитарность, радоваться, кайфовать и наслаждаться всем со всеми. Детям играть на детских площадках, мужьям пить пиво, женщинам делать маникюр и находить себе других мужчин. Потому что первый пьет, а сына потеряли где-то в шариках. 상상도 못한 breakout. 유혹은 깊고 진해. Too hot, too hot. 맞잡은 손을 놓자. 난 절대 포기 못해. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어. Next level. 널 결국엔 내가 부셔. Next level. 컵스로에 탈 때까지. Next level. I'm on the next level. Но на этом конкретном мероприятии что особенного? Во-первых, я не знал, что тут будет. Мне просто сказали, поешь на цунами. Я говорю, конечно, постою, крутну пятаки и нормально. Загрузил 2 колеса и типа поехал. За 2 дня до этого, оказывается, здесь какой-то контест есть. Не просто контест, как Drift Games. Потом что-то надо какую-то джимкану ехать. Как под какой-то грузовик заезжать. Я просто посидел, честно говоря, в последний момент. Я вообще не знал, что надо что-то делать. Я думал, я просто приеду и буду кайфовать, общаться со зрителями, но нифига. Что такое Drift Games? Вообще это довольно забавная штука. Не дотягивается до кислого. Это некая помесь джимханы и дрифт-соревнований. Начинается все с квалификации, которая не называется квалификацией, а называется одиночными заездами. Пилотам нужно не только просто красиво проехать, как там в квале по судейскому заданию, судейское задание и тоже есть, но им нужно сделать шоу, им нужно проехать под грузовиком, им нужно сделать кислый вол в том месте, где его как бы не надо делать. Пилоты должны объединиться в команды, и дальше идут парные заезды команд, то есть
члены команды едут друг с другом. Они должны показать максимально красивое шоу. А потом идут полноценные хиты, кто первый, кто второй, все понятно. С единственным исключением, что пилоты команд будут сами выбирать, кто поедет. То есть нет такого, что ты прошел дальше, нет. Они сами между собой договариваются, и кто поедет, в этом как бы тоже есть такой интересный командный момент. Дальше все, кто дошел, тот выиграл. Ты ушел от меня, в крыше женщине хромой. Моя мама запретила возвращаться мне домой. Моя левая нога с края соскользнула. Не осталось только видно, что ветра голову надуло. В голове моей замкнула. Ветром голову надуло. Да, многие считают, что цунами это стэнс-фест. И ребята тоже им важно, чтобы фест был интересным. А чтобы он был интересным, нужно, чтобы он был актуальным. Когда был актуален стэнс, он был больше про стэнс. Сейчас актуален дрифт, он больше про дрифт. Но при этом они не забывают и про стант, и про стэнс. Там очень многие на самом деле из станта вышли, те, кто так или иначе занимается сейчас всем этим. Поэтому, тем не менее, они все равно всегда охватывают все. И это круто. Просто на что-то делается больше упор. Странно, да, будет, я не знаю, сейчас в 2020 году на фестивале продвигать тему автоэкзотики, например, согласись. Я в основном, кстати, я гуляю и в основном получаю эстетическое удовольствие в этом всем. Не в техпарке, где там одни корчи, эти пропахшие бензином, орущие. Я получаю кайф как раз на JDM-ной выставке и на выставке стенса. В целом вся эта культура, она же про вкус, про чувство стиля. Очень условно, потому что хуй знает, кто и в какое время решил, что эти пучие раскоряки это стильно. Но, видимо, если есть какая-то кучка людей, которые с этим согласны, то, наверное, да. Но, опять же, стильный может быть как низкая тачка на развале, да, так и очень какая-нибудь там агрессивная, плотная гонка. Это же абсолютно разные понятия о стиле. Слово стенс, оно уже, изъезженное. Не обязательно иметь низкую тачку, она может быть и повыше, но при этом какой-то редкой, легендарной и тем самым красивой. И я надеюсь, что в скором времени дрифтовые машины и стильные машины, они как-то размешаются между собой. У нас будет больше стильных тачек в дрифте и наоборот. И я думаю, что в ближайшее время эти две культуры станут ближе друг к другу, потому что эти рамки надо размывать. В
принципе, машины на фестивале, которые были одобрены, не только были по идеологии стенса, были крутые там старые тачки всякие, офигенно отреставрированные, были просто проектные машины. Некоторые восстановлены, некоторые под ралли сделаны, какая-то же ДМ-культура, то есть со своей идентикой. Цурикавы в салоне, вся вот эта вот тема, редкие салоны. Всего должно быть в меру, но я в любом случае отношусь с уважением к любому проявлению нормального автодвижа, это однозначно. Кроме уличного хулиганства. Да, пора. Тут надо из Ералаша вставить как раз. Каждый год мы что-то придумаем новое, какие-то свежие идеи, мысли, да, то есть что-то нереальное. Просто чем дальше мы заходим, тем круче должно быть мероприятие, да, то есть. Это для нас как бы важный момент, мы его развиваем. Мы делаем для этого все. У нас безумное количество идей для развития мероприятия, которые мы планируем там типа на несколько лет вперед. Поэтому однозначно будет лучше. Становится все интереснее, интереснее. И каждый год мы, например, каждый год готовим на пикник что-то новое. Для нас это главное мероприятие в году. Самое важное, мне нравится вектор развития. Отчасти, он в некоторых моментах, даже неоспорим для меня. Хочется как-то ребят за что-то поругать каждый год, и не получается. И самое что главное, что я вижу какие-то там моменты, которые можно сделать иначе, и в следующем году это изменено. То есть ребята очень круто работают над ошибками, и с первым пикником вообще не сравнить. Первый пикник, я говорю, на моей памяти он был просто на коленке сделан, грубо говоря. Люди, которые поленились сюда пойти, во-первых, вы все просрали, это факт, потому что смотреть это где-то в трансляциях или на видосах абсолютно не то же самое, что будет здесь. Здесь громко, здесь куча народу. Если абсолютно не интересуешься автомобилями, дрифтом или чем-то еще, тебе стоит там побывать, потому что это мероприятие, которое будет интересно всем. Если вы смотрите сейчас это видео, и вы не здесь, в следующем году вы должны быть здесь и увидеть все это вживую. Видео это здорово, это хорошо, но, так скажем, это приглашение. Приглашаю всех на Цунами пикник, на Royal Автошоу, на другие крупные мероприятия, будь то автомобильные, мото, спорт и прочее. Приходите, впитывайте, проникайтесь. Быть может, именно здесь вы найдете то, чем будете заниматься долгие годы. Из двух разных вид и вообще из всего разного. Все разное. Единственное, в чем они похожи, когда они были так. Никита съездит на задний окончательно, а сам Я, наверное, как и тысячи других людей, не буду оригинальным, скажу, что ребята большие молодцы. И еще раз, я очень рад, что они идут по правильному пути, используют там какой-то негативный опыт, переводят его в позитивный, делают крутое мероприятие и делают, не побоюсь этого слова, праздник. Слушайте, да я люблю этих ребят, я давно их знаю, они молодцы, что поддерживают эту историю. Мне нравится, что они экспериментируют, мне нравится, что они смелые, что им немножко наплевать на стандарты и форматы, и у них есть собственный вижен, который они продвигают.
Да что сказать, красавцы парни, мне вообще, я всегда с самого там, детства топлю за цунами пикник. На самом деле всем говорю, что это реально самый топчик из того, что есть по автофестивалям в России. Достаточно интересно у ребят получается, и если они делают и с каждым годом развиваются, я надеюсь, что со временем это в гигантский, огромный фестиваль вырастет, который будет прям таким, очень серьезным. Продолжайте в том же духе, то что еще сказать, и держите планку. Это было уникально, это было просто единство в мире, на земле и город. Итак, всем большое... Зачем люди занимаются любимым делом? А зачем люди встречаются с друзьями? А зачем люди стремятся туда, где им хорошо? Ну нет ответа на этот вопрос. Это Go Hard, лайк Владимир Путин. Короче, пацаны, сейчас вот это вот превращается в армянский блок. Итак, мы собрались с пацанами и едем на шашлыки. Какие итоги? Итоги хорошие. Я думаю, что больше выхлопа будет хорошего. Были, конечно, какие-то там провисания, но я думаю, все сделаем там. Исправимся. Вот. Так что, а так что? Бог простит. Что-то я еще хотел умное сказать и забыл. Но это нормально, значит, не очень умное.